Солнце еще высоко. Я чувствую себя очень продуктивно. Сегодня день груди. Не как обычно вечером, около 9 вечера. У меня есть привычка тренироваться поздно вечером. Мне так больше нравится. Возможно, вечером легче из-за того, что я за день съедаю много еды. У меня много энергии. Возможно, из-за этого. Думаю, что у меня будет лучше тренировка. Если я пойду туда не раньше 5 вечера, к тому времени я наберу сотни граммов углеводов, выпью много воды. В общем, хорошо подготовлюсь. Одно я могу сказать точно. Я бы не хотел делать утренние тренировки. Конечно, если у вас это единственное свободное время, конечно, занимайтесь утром. Я просто не люблю так делать. Мне нужно поесть, прийти в себя, чтобы быть более энергичным. Когда ты просыпаешься, ты такой напряженный. Я просто не люблю утренние тренировки. План на тренировку груди. Этот зал плохой. Нет тренажера Смита. Раньше у них было 2 старых школьных тренажера, которые были классные. Они мне нравились. Там все супер плавно, никакого противовеса. Все шло как по рельсам. Я так говорю, как будто перепробовал все тренажеры в мире. Как будто я старикан. Я перепробовал много тренажеров. И что я заметил? Чем сложнее устроен тренажер, тем меньше меня он привлекает. Когда много рычагов, зависящих друг от друга, меня это пугает. Хаммер Стрэндж. Они знают, как делать тренажеры. Я не все из них попробовал, но некоторые из тренажеров Prime, на них вес проходит через 3 штифта. Я не могу сказать категорично, что плохие. Я не использовал их часто. Сложно превзойти базовые упражнения. Кроссовер, хаммер, пуловеры. Это бомба. День груди будет таким. Жим штанги, гантели в наклоне, тренажер Смита, может быть хаммер, кроссовер. Да, много упражнений, много тренажеров, но там больше шумихи поднимают бодибилдеры. О, нам нужно сделать 100 новых упражнений. Они шокируют ваши мышцы. Такого вы никогда не почувствуете. Даже не бодибилдеры, а фитнес-тренера. И начинают изобретать велосипед, придумывать разнообразные постановки. Я не говорю, что нет места улучшению. Выходят новые тренажеры. Я признаю, некоторые очень крутые, но базовые упражнения, нельзя о них забывать. Думаю, в них и нужно вкладывать большую часть усилий. Я занимаюсь в школе всеми видами материаловедения, все виды физики. Это должно повысить авторитет моих слов о тренажерах. План для груди. Тяжелый жим, возможно, гантели. В этом спортзале гантели только до 58 килограмм. Но я не делал гантели уже несколько месяцев. Это не идет мне на пользу. Делайте гантели, потому что вы не должны забывать это движение.
Если вы не делали упражнения давно, когда вы нагружаете большим весом, понимаете, что не сможете его сделать. У меня были такие периоды, когда мне приходилось прекращать приседать, как будто приводящая мышца была повреждена, и я не могу делать. 2-3 месяца не приседал. Я уверен, силы остались на месте. Но несколько подходов в приседаниях меня очень шатало. Если ты был хорошим игроком в баскетбольной команде средней школы, не означает, что через несколько лет перерыва у тебя будет быстрая реакция. Может быть, и техника пострадает. Если вы чем-то конкретным в зале не занимались давно, не спешите хвататься за все сразу. Делайте равномерно. I don't know any other baseball slang. Just a fucking fastball out of nowhere. Even though you might have the technique and you sort of have a little bit of that muscle memory, make sure to ease back into this sort of shit, you know. So really what I'm trying to say there is if you haven't done Эта дама собирается пойти. Я буду вежливым. Она увидела. Идет. Maybe take your time easing back into it. Так что если вы не приседали, не стоит сразу вешать 5 блинов. Сломайте себе позвоночник. Если вы не делали тяжелый жим на горизонтальной скамье длительное время, не стоит делать сразу максимальный вес. Будь осторожен. Я не сказал что-то новое. Все это знают. Бета-аланин начинает действовать. Покалывает щеки. Я был помешан на кофеине. Так как будто я жал когда-то раньше 226 килограмм. Я хочу снизить уровень кофеина на несколько дней. С кофеином вы попадаете в небольшую нисходящую спираль. Вы подпитываетесь. О, я хочу взять столько. Я привык к этому. Может быть, я возьму немного больше в день груди для дополнительной интенсивности. Ты не хочешь в конечном итоге стать чуваком, который, чтобы сделать подход, нужно что-то выпить. Я постоянно вижу такие мемы. В этом нет необходимости. Если вы принимаете 500-600 миллиграмм в течение нескольких недель, попробуйте снизить до 200 в неделю, что я собираюсь сделать. Не сегодня, конечно. Я уже выпил 2,5 ложки. Я немного переживаю. Это неправда, у меня нет большого количества кофеина. Думаю, у меня хорошая толерантность к кофеину. Я не уверен. У всех есть СДВГ, но у меня бывает такое, что мне не нравятся коктейли или что-то в этом роде. У моего отца такое бывает. У нас дома бывают тренировки, он делает отжимания, не такие сумасшедшие, как у меня. Он говорит мне, что его немного трясет. Ладно, в этом нет смысла. Давайте побыстрее доедем до зала. Прошло 45 минут с того момента, как я выехал в зал. Сделаем тренировку, получим памп. Надеюсь, он не слишком занят. Я сделал один подход с одним блином, потом с 2 блинами, потом 2 повторения с 3 блинами, просто чтобы попробовать, как это будет. Думаю, остановимся на 3.
One more. Same weight. Еще один такой же. Not bad. But let's move on. Неплохо. Пойдем дальше. I'm waiting for a different chest machine, but I'll do Я one set жду here другой just тренажер. as like an in-between set. Сделаю один подход Not that it's здесь. gonna be bad. Like this Будет isn't как fuck work, промежуточный. but Не I'm то only чтобы doing он this machine плохой, because the one I really want но is я taken. хочу сделать тот тренажер, который сейчас занят. Yeah. Okay. See what drops out. Дропсет. Yeah. Okay. I'm trying to work on retracting my shoulders when I press. Я пытаюсь to get my front проработать delts out of it. включение плеча Let's go to the в machine I really конце, want. чтобы отключить Now. переднюю дельту. Давайте перейдем Here's the туда. chest press I really wanted to do. Теперь тот самый тренажер, который мне нравится. Okay. All right. Let's repeat that a few times. Давайте I'm gonna повторим. go a little lighter on this one. Мне тут легче сконцентрироваться на Focus much on сжатии. the squeeze. Этот Honestly, тренажер this очень machine feels хороший. fucking cool. It's almost like the feeling I get on the top of a rep of dumbbell Похож press is at the top. на верхнюю I точку don't feel like I'm при resting. сжимании Like, гантеля. even though my arms are totally straight, Я наверху не I'm just squeezing the чувствую, fuck что out of my chest. отдыхаю, хотя So I руки в think этот one more here. момент выпрямлены. do some flies, and that could be it. Я просто выжимаю из груди максимум. Сделаю здесь несколько, потом бабочка. Okay. Oh my goodness. Whew. All right. Let's do some flies next. I don't love this pack Давай fly перейдем на because махе. as a machine, Мне it's a нравится little bit этот on the lighter тренажер. side. I wish it was heavier. Вес But тут, конечно, маленький, after, хотелось бы like потяжелее, 5 sets of но heavy после pressing, 5 тяжелых this will feel жимов pretty good, even though it's будет a weight хорошо I can manage. чувствоваться. So, kind of the same Также моя mentality with the last chest привычка presses. в последнем Really gonna try подходе to squeeze. жима, я And this пытаюсь is what I'm trying to действительно focus on. выжать. I've been trying to work on this for a while, but it's kind Я of tricky. пытаюсь на этом So сосредоточиться. my front delts Это are очень very сложно. overdeveloped because I've got a Передние habit дельты of очень being really развиты. hunched Есть over. привычка So when I do my горбатиться, когда я flies, I делаю kind of do бабочку. this, and my front И delts мои are coming дельты into play. начинают I работать. don't do it this bad, but Не делай так, kind of like это that. плохо. And then same thing with pressing. I'm doing a lot Так of же и front с delt. жимом. I'm trying to pull my shoulders back Дельты сильно so that the only работают. thing working is my chest. Я пытаюсь отвести I'm having плечи trouble with it, назад, but I am чтобы improving it a работала little только bit. грудь. I can У tell меня с today, этим even проблема. though 5 sets of really heavy Но я pressing, работаю над I don't этим. feel my front delts too much. A little bit, Сегодня, несмотря but на not то, too что bad. было 5 So I тяжелых think 1 or 2 подходов here, and жима, we're done. я не чувствую передних дельт. Это неплохо. Думаю, тут 1-2 подхода, и мы закончим. Yeah.
Let's fucking call it there. Все, грудь закончена. Alright, so this was after that last set, like immediately. Сразу же по окончанию место для позирования было занято, поэтому я пошел в раздевалку. Это странно, но тут никого нет. Если бы, конечно, кто-то переодевался, я бы не стал снимать. Давайте отдышимся. Это классный памп. Holy shit. Oh. This is a solid. Хороший день груди. Nothing else to do but go home and eat. Все, поехали домой, кушать. Now that was a good chest day by, это был хороший день груди. Measure, for sure. Я определенно становлюсь больше, методичнее. Maybe not methodical, but я пытаюсь увеличить количество повторений. Kind of the right word. Может быть, это непродуктивно само по себе. Большой акцент на грудные. Мои передние дельты действительно очень сильно работают в моих тяжелых жимах. Я пытаюсь это исправить, но это сложно для меня. Мне нужно расправиться. Как будто даже сейчас мои плечи расположены не так, как должны. Я сильно сгорблен. С точки зрения изоляции грудных, это плохо. Те жимы в тренажере, не черный тренажер, а тот, который был занят со свободным весом, он очень чувствовался, потому что я сводил лопатки, отводил плечи назад и делал грудью. Может быть, это в подсознании. Организму требуется поднять тяжесть и подключать дополнительные мышцы. Начинает двигать плечи вперед. Над чем я пытаюсь работать? Сегодняшний день груди довольно изолированный. Потому что некоторые другие дни, когда я выполнял в хаммере, в наклоне, или в наклоне Смит, кроссовере, я чувствую, что передние дельты получают большую нагрузку. Они прям горят, как будто я сделал несколько жимов сидя. Я пытаюсь это исключить из своей тренировки груди. Чем больше тренировок груди проходит, когда я чувствую, что моя грудь в отказе, мои плечи сильнее нагружаются. Поэтому я не буду делать дополнительные упражнения на передние дельты. Мои дельты и так получают огромную нагрузку во всех жимах. У меня есть такая привычка, но даже если у вас ее нет, у 90% лифтеров передние дельты будут развиты. Более развиты, чем средние и задние. Они коварны. Даже если вы их не чувствуете в своих упражнениях, они везде участвуют. Даже в сгибаниях рук с гантелью. Когда гантель находится сбоку от вас, вертикально, вы знаете, что ваши плечи ничего не делают. Возможно, помогают трапеции, вы стоите. Но когда вы начинаете делать, вес перемещается перед вашим телом. Если вы посмотрите анатомически, передние дельты держат предплечье и верхнюю часть руки. Если бы их не было, рука была бы за телом, как будто вы делали сгибание рук из-за спины. Не знаю, поняли ли вы, о чем я.
Суть в том, что ваши плечи участвуют во многих упражнениях. Вероятнее, лучше просто делать средние задние дельты. Я это понял давно, я перестал делать жимы сидя, по крайней мере на постоянной основе. Я делаю пару подходов время от времени, несколько раз в месяц. Тренажер жима сидя. Но я не делал тяжелых жимов для передней дельты около 3 лет. У меня есть предрасположенность к их перегрузке. Это вам для понимания моего подхода к их тренировкам. Тренировки груди, мне кажется, хорошими. На 100% по сравнению с тем, как я потянул месяц назад, мне кажется, в дальнейшем не будет проблем. Эти подходы прогрессируют, но нужно наблюдать несколько месяцев. Если вы что-то потянули, я не говорю за серьезные случаи, где поможет только больница. Но если вы вовремя остановились и поняли, что потянули, прекратили делать, вы не делаете несколько недель, ждете, пока восстановится, обязательно следите за травмами. Повторная травма более вероятна, нежели новая. Даже если вы чувствуете, что все хорошо, скажем, я однажды не выспался или пил мало воды, я немного обезвожен и иду делать тяжелый день груди, я начинаю делать большой вес. Эта прошлая травма может проявить себя в самый неподходящий момент. Это основная причина, почему я сейчас делаю более длительную тренировку, но не сложную, и длительную разминку. Я повторяюсь, но я сделал один подход с одним блином, делал кроссовер около 5 минут, разминал все, трицепс, плечи, затем грудь. Снова пробежимся по нудным рассказам. Грудь – это тот день, когда нужна наибольшая разминка. Для всех людей. Мне не нужно так сильно работать над спиной. Я начинаю день спины с широчайших. Это просто легкие тяги, постепенное увеличение веса. Я никогда не чувствую, что мои предплечья находятся под угрозой. Для многих упражнений разминка является то же самое упражнение, которое вы собираетесь сделать, но с меньшим весом. Как с руками. Я так разминаю трицепс. Я делаю легкий вес, потом увеличиваю. Даже ноги. Для бицепса бедра просто делаю легкие сгибания, затем увеличиваю вес. Но грудь, возможно, это только у меня. Если бы у меня были пуленепробиваемые плечи, тогда да. В дни груди у меня были самые большие травмы. Только когда я начинал их качественно подготавливать, у меня пропали проблемы с плечами. У меня не было проблем с плечами уже много месяцев. Хороший день груди, хороший памп. Я был удивлен, никогда раньше не позировал в раздевалке. Возможно, я выглядел по-другому, другое освещение, больше пространства. Это сыграет большую роль в восприятии себя. Так что сильно не расстраивайтесь, если ваш памп не такой, как обычно. Возможно, дело в новом зеркале или в странном освещении.
Ты должен помнить, когда ты накачанный, ты уже не будешь выглядеть как обычно. Позирование очень важно, чтобы ты постоянно привыкал к себе и смотрел на свою пиковую форму. Я с выпирающими грудными, секутся волокна, выпирают вены. Особенно, когда я подсушенный, это круто. Но когда я просыпаюсь с утра, смотрю на себя в зеркало, и этого нет, я не расстраиваюсь. Я понимаю, что это временное состояние. Это нормально, когда с утра нет пампа. Когда для тебя это нормально, то после зала ты в восторге от пампа. Ты видишь свой прогресс. Вам нужно это понять. Я не говорю, что вы не можете выглядеть плохо. Когда ты большой, ты можешь быть не в форме, но ты не должен на это обращать внимание. Если мы, допустим, возьмем выдающегося лифтера, чего он хочет добиться в фитнесе? Он хочет совершенствоваться. Не корите себя в процессе вашей работы. Для меня вообще нет смысла постоянно думать, я выгляжу плохо, трицепс маленький, ноги маленькие, я убиваюсь в зале. Ты не должен накручивать себя, чтобы тренировать их больше. Что за бред? Вот мои квадрицепсы малые по сравнению с моим торсом. Плохо. Вместо того, чтобы расстраиваться, перенастрой себя на цель. У меня много работы впереди. Я знаю, это легче сказать, чем сделать. Но чем больше ты так будешь смотреть на вещи, тем веселее тебе будет. Даже когда я чувствую себя плохо, у меня плохая тренировка, плохо спал, обезвоживание, была куча экзаменов. Даже если я плохо подготовлен к тренировке, когда заканчиваю упражнения, я больше, чем обычно, я получаю дозу дофамина. Это круто. Я думал, что мало шансов. Мне нужно было выспаться, стать ответственным. И тут я становлюсь позировать, делаю грудь и бицепс сбоку. И я шокирован. And I know this is so cliche, it's so like stupid, like, oh, always think about the positive in things, not the negative. But I mean, there's a reason Ребята, why которые cliches are так cliches, it's делают, because they're fucking улыбаются true, шире. you know? So rather than like, oh, dude, thinking about it like, yeah, my quads are fucking small compared to my upper body. Каждый раз, когда у вас в жизни дерьмо, можете пойти на тренировку. Flip your mind around and be like, dude, I got a lot of work И ahead of после me. Once I нее get some big ass посмотреть legs, памп. it's gonna be sick. Вы станете счастливее. And I know it's easier said than done. It's not like you can just do that. But the more you can kind of think about that and kind of Вы стали лучше. И чем больше вы это делаете, тем больше вы одушевляетесь этим. Вы постоянно прогрессируете. Начнете смотреть все больше и больше видео, узнавать что-то. Even if I'm like not well prepped, once I finish the lift and I'm more pumped than I usually am, I still get a fucking В целом становиться лучшим and it's almost спортсменом. extra cool because I'm like, dude, the odds were kind of against me today, even though, you know, I probably just should have been more responsible. Я раньше проводил огромную нудную лекцию по этому поводу. But let's not think about it like that. Let's just say, нужно в чем-то в жизни быть немного лучше других людей. Сравнение – это вор радости, но совершенствоваться в чем-то и добиваться ощутимых успехов. Именно вы знаете, какие усилия приложили и получили
and you are legit pumped, be happy about it. Because you have done something to progress. Вы часто будете видеть видео, где речь идет про самосовершенствование. Визуализируй, где ты хочешь быть, и воплоти это в жизнь. Мне это нравится. Но это очень банально. Особенно, когда это навязчиво. I think out of anything in life, being good at something, or kind of, not even being good, like relative to other people, like whatever. С залом не то чтобы это сильно работает. У вас должна быть мотивация. Нужно прокачивать такое мышление. Думаю, вам надоела эта нудная речь. Take with that what you will. A lot of the times, like when people post videos where it's about like, you know, self-improvement and like, oh, you know, visualize where you want to be and manifest. Доехать домой, домашнее задание, которое я откладывал всю неделю. Especially if you're kind of being like forced. Мне еще нужно заехать в супермаркет, with this sort of thing, it's not something which you can kind of купить молоко, яиц, что-нибудь еще. Motivated to be in that mindset already. Нужно набирать хорошие калории. Whether or not you got a little fired up from this whole little белки из хороших источников. Hopefully you did. Мясо, молоко, яйца. Это мне нравится. Do some homework, which I Потом немного сладостей. Я уверен, что заслужил 4 упаковки черничных кексов. По 450 калорий каждая. И, конечно, я их съем до конца этого дня. Кушайте, делайте упражнения, делайте кардио. Я говорю об этом каждый раз. Я надеюсь, что к этому моменту мы уже договорились. Увидимся завтра. Будет день спины. Я думаю добавить средние дельты в тренировки спины. Я хочу широкие плечи, чтобы плечи были круглые. Когда я показываю бицепс спереди, чтобы плечи поднимались высоко. Задние дельты тоже отстают, но средние... Вообще, я был бы не против увеличения всех частей тела. Думаю, у меня все. Увидимся в следующий раз.